Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Хочу вам показать, как вяжется вот такой свитер. Немного расскажу о модели. Модель оверсайз с воротником хомут. Увидев эту пряжу, я поняла точно, чего я хочу и как я хочу связать. Что за модель, она четко прям у меня всплыла в моей голове. Я купила, не раздумывая, эту пряжу. И начала вязать с удовольствием. Вот, вязка крупная, на крупных спицах, на крупном номере спиц. За цвет не ругайте, постарайтесь, может быть, попробовать изменить яркость экрана. Вязать аккуратно эту модель совершенно не обязательно. Никто не будет от вас требовать ровной лицевой глади или ровной резиночки. Это вот та модель, понимаете, которая, как бы сказать, связана на двух палочках, как говорит одна известная блогер. Вот, села на камешек и вот двумя палочками связала себе свитерочек. Получается мне очень понравилось то, что я получила в итоге. Надеюсь, вам тоже понравится. Сейчас вот на фотографиях рассмотрите, пожалуйста, внимательно, как можно укладывать воротник, как можно, в каких вариациях. Например, с поясом можно с широким носить этот свитер, с джинсами, с какими-то, не знаю, с юбкой, с длинной юбкой. Я, например, вижу с длинной юбкой, не пробовала, но ну, почему-то вижу прям с очень длинной юбкой. Можно также, для тех, кто говорит, что оверсайзы это... То есть невозможно что-то надеть сверху, не предполагается верхняя одежда. Вот для тех, я показываю сейчас фотографии, верхняя одежда, ну, предполагается. Но на оверсайз, естественно, верхняя одежда оверсайз. Все это можно. У меня достаточно оверсайзов, которые все помещаются вот в это пальто, куртку у меня есть оверсайз. Все туда помещается. Они выглядят иногда слишком широко, эти рукава. Но на самом деле они очень прекрасно укладываются. Естественно, не в спортивные куртки с очень таким узким рукавом, конечно, возможно, вы не попадете. В куртку оверсайз, пожалуйста. Я очень надеюсь, что вам понравится, и вы будете носить этот свитер с удовольствием. Хоть и говорят, что оверсайзы отходят, но такой свитер, он всегда найдет место в вашем гардеробе, и он всегда может вам пригодиться на дачу, на пикник, если вы живете за городом. Но это просто незаменимая вещь. Если вы живете за городом, прогулки по лесу, он подойдет замечательно. Что ж, вяжите с удовольствием. Надеюсь, что вам понравится. Что нам пригодится при вязании? Пригодятся спицы размера 8, круговые. Значит, размера 7, тоже круговые спицы. Еще спицы размера 6 или 5. Если нет, тоже будете использовать 7 размер при наборе, при ложной кетлевке. Также маркеры, игла. Маркер, если нужно, я сейчас покажу. Игла с тупым концом для сшивания трикотажных изделий. Маркеры у меня вот такие. Можно использовать какие-нибудь колечки. Так, крючки. Один крючок должен быть без фиксации уж точно. Достаточно, в принципе, только его будет. Так тоже можно. Значит, что еще вам понадобится? Расскажу о пряже. Пряжи у меня ушло 8 мотков. Но я вам советую взять 10, потому что, возможно, у вас уйдет больше на рукава. Я невысокая, и, соответственно, руки у меня короткие. Так, и советую вам сразу же брать, не докупая, потому что я докупила один моток, и он был совершенно другой толщины. Видимо, есть такая проблема у разных партий. Поэтому просто вам сейчас рассказываю, с чем вы можете столкнуться. Сейчас, что касается самой модели, когда уже связано, расскажу вам, какие особенности. Значит, что касается, самое первое, это воротника хомут.
Воротник очень-очень свободно закрываем, прям вытягивая петлю. Когда мы закрываем, да, провязываем петлю, мы ее должны хорошенько вытянуть, потому что нам очень-очень нужен широкий, хорошо вот такое эластичное закрытие должно быть, чтобы воротник хорошо растягивался. На рукавах обычное закрытие, тоже оно эластичное, такого же типа, какое мы делали на воротнике, но здесь уже вытягивать не нужно. Эластичным способом, таким же, как здесь, но не вытягивая петлю. Воротник у нас получился 26-27 сантиметров. Резинка внизу изделия 4 ряда. Манжета у нас 10 рядов. Начинаем мы вязать со спинки. Спинка у нас 88 рядов. Плюс 4 ряда резинки, естественно. Вяжем перед 78 рядов сначала. Затем формируем горловину с убавками 10 рядов. После убавок мы делаем ложную петлевку. Вот таким образом выглядит ложная петлевка у нас. Очень аккуратненько все получилось. Все видите, да? Когда, кстати, я довязала воротник и показывала вам, как я прячу нить. Нить я спрятала не с той стороны, конечно, я сейчас уже переделала. Нить я спрятала, получается, вот мы будем выворачивать воротник, и нить я спрятала вот здесь. Нет, надо будет нить перекинуть на эту сторону, на наружную, и закрепить то же самое, сделать вот в лицевой ряд наружной стороны. Вот такая небольшая, это небольшая проблема. Просто назад вытяните нить из лицевого ряда внутренней стороны, перекиньте на наружную и спрячьте точно так же здесь на наружную. Ну и сейчас будет расчет петель для лицевой глади. Чтобы сделать расчеты для нашего свитера, я связала вот такой образец из 22 петель. Высоту не знаю сколько. Ну, это все на глаз делается, когда вы видите, что уже можно середину измерить, не стягивает вот этот вот край. Она уже разошлась как нужно. Вот до такой степени вы вяжете. Вот, видите, середина, видите, уже хорошо. И закрываете. Так, измеряем мы лучше всего на изнаночной стороне, поскольку видите, да, вот что эти края заворачиваются сюда. Мы измеряем на изнаночной стороне. Немножечко расправляем, потому что все равно они заворачиваются. 24. Почему я никогда не включаю в расчет кромочные петли, поскольку они стоят ребром, у них нет никакого смысла в расчетах. Измеряю только 20 петель. 24 сантиметра. Значит, в 20 петлях у нас 24 сантиметра. 20 делим на 24, умножаем на 70. 70 это ширина спинки и передней части изделия. А получается у нас 20 разделить на 24 и умножить на 70. То есть в общей сложности, понимаете, что объем у нас будет 140 сантиметров у изделия. В объеме. Не полуобъем, а объем. А нам нужен полуобъем, поскольку у нас две части, спинка и перед. 58 петель. 58 петель. Прибавим сюда 2 кромочные петли. Итого 60. Не сказать, что это равно, конечно, но вы меня поняли. 60 петель. Вот. Все. Набираем 60 петель обычным классическим способом. Вяжем мы вот из такой пряжи. Это Нако, турецкая пряжа, карта Несси. 20% шерсти, 65% премиум акрил, 10% полиамид, 5% полиэстер. Так, что рекомендует здесь? Цвет 60-268. Что рекомендует производитель? Производитель рекомендует спицы 6-8, крючок 3. Так, ну по уходу посмотрите, если хотите. В 100 граммах здесь 100 метров. Делать это будем вот таким образом. Я обычно нахожу, вот видите, отсюда выходит ниточка. Я ее нахожу, это кончик, который сверху. Его прячут. Я достаю изнутри, с другой стороны, поглубже. Вот прям постарайтесь до серединки дойти. Вот он кончик, который изнутри. И вот я начну набирать из нити, которая внутри. Вы можете, если хотите, набирать из того
с того конца, который у нас снаружи моточка находится. Если не хотите, в общем-то, заморачиваться изъятием того конца, который изнутри. Это первое. Второе. Для того, чтобы нам отмерить количество нити для набора, мы можем сделать это так. Значит, нужно обвить 10 раз вашу спицу, размер вашей спицы, соответственно. Поскольку набор должен быть немножечко, так скажем, свободным, на 2 спицы мы здесь этого не сделаем, значит, обматываем 10 раз достаточно свободно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот таким образом. Здесь будет 20 уже петель. То есть здесь у нас было 10 в одной, здесь уже 20, 30. Нам нужно 60, например, да? 40, 50, 60. И еще отмерим небольшой отрезочек, чтобы у нас кончик оставался. И вот эту часть мы укладываем сейчас. Смотрите, короткая часть у нас должна находиться на указательном пальце. Не на большом, а на указательном. Потому что вот эти вот петли мы как раз-таки отмерили вот сюда. Сейчас покажу. Начинаем набор. Сверху заходим. Обычный классический набор. Уже 2 петли. И так считаем. 3, 4, 5, 6. Набираем достаточно свободно, вот прям насколько можете. Почему именно вот с этой стороны на указательном пальце мы оставили нить короткую? Та, что из клубочка, она вот с этой стороны. Она у нас на большом, а на указательном короткая именно нить. Потому что, смотрите, когда мы набираем, у нас именно вот эта нить остается на спице, а эту мы затягиваем. Соответственно, расчет этот правилен именно вот для этой стороны. 59, 60. 60 петель набраны. Вот он кончик наш. Мы его вот сюда придерживаем рукой пока. И начинаем вязать. Начинаем вязать резиночку 1 на 1. Значит, резиночка 1 на 1 у нас будет как у передней части, так и у спинки. По 60 петель и там, и там. Начинаем вязать мы одинаково абсолютно обе стороны. Сейчас вяжем спинку. Но переднюю часть вы будете вязать точно так же, начинать. Лицевая, изнаночная, вяжу я классикой, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Если вязать бабушкину, то она вяжется вот так, сверху вниз, просто вытягиваете петлю. Лицевая, изнаночная, классическая вяжется снизу. Вы ее подхватываете вот так, подкручиваете практически. Итак, мы вяжем вот таким образом резиночку до конца ряда. Осталось 2 петельки у нас. Лицевая, изнаночная. Так, мы провязали резиночку. Последняя кромочная. Вяжем бабушкиной изнаночной, не подворачивая, как при классическом способе. Таким образом мы вяжем резиночку лицевая, изнаночная, чередуя. Сейчас мы перевернули. Это у нас изнаночная сторона. Видите, вот здесь хвостика нет, который у нас был на лицевой стороне. Вот он хвостик. Будете ориентироваться по нему. Видите хвостик перед собой, перевернули. Вязание, видите хвостик, это лицевая. Хвостика нет, это изнаночная. Сейчас мы вяжем изнаночную сторону. По крайней мере, это в нашем случае. Значит, вяжем сейчас изнаночную сторону. Вот мы сейчас видим перед собой, мы сняли кромочную, не провязывая. Мы видим перед собой лицевую петлю. Вот лицевая, вот изнаночная. Вот лицевая, вот изнаночная. И сейчас мы вяжем по рисунку. Как видим, видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Снова мы видим лицевую. Вот галочка, видите, вот она галочка. Лицевая. Видим изнаночную, вот такая попурышка. Вяжем изнаночную петлю.
Теперь мы резиночку 4 ряда, то есть один мы провязали, сейчас вяжем второй, потом мы вяжем еще один лицевой и еще один изнаночный. Итого 4 ряда резиночки у меня будет. Мы вяжем изнаночный, потом снова лицевой, точно так же по рисунку. Видите лицевую, вяжете лицевую, видите изнаночную, вяжете изнаночную. Последнюю кромочную мы вяжем всегда изнаночной, в нашем, по крайней мере, случае. Мы вяжем изнаночной, а первую мы снимаем не провязывая. Я связала всего лишь 4 ряда резиночки, больше мне не нужно. Поскольку чем выше я свяжу резиночку, тем больше она будет стягивать низ изделия. А если я сейчас начну вязать лицевую гладь, она подрастянет. Мне не нужно, чтобы она стягивала, эта резиночка, мне низ изделия совершенно. У меня должен быть низ широкий. Если вы хотите достичь эффекта, чтобы он был именно у вас стянут низ, пожалуйста, можете связать еще несколько рядов. Для тех, кто для самых-самых начинающих, я объясню. Мы сделали наборный ряд. Дальше мы провязали первый ряд резиночки. Лицевая, изнаночная, которую я вам показала. Перевернули вязание. Я начала вам показывать изнаночную сторону. Мы связали изнаночную сторону. Второй ряд. Дальше вы вяжете еще раз лицевой ряд и еще раз изнаночный ряд. Мы связали 4 ряда резиночки. Теперь я вяжу лицевой гладью. Первую кромочную снимаем. Немножечко ее подтягиваем. Не люблю расхлябанный край, а поскольку вязание достаточно свободное, то тут он прям точно будет, поэтому чуть-чуть подтягиваем. Первую тоже немножечко такую подтянутую вяжем. Лицевая. Опять лицевая. Теперь мы все вяжем, все лицевые за переднюю стеночку. Все лицевые за переднюю стеночку. Вяжу классикой, напоминаю. Все, мы начали вязать лицевую гладь. Это первый лицевой ряд лицевой глади. Вяжем очень свободно. Те, кто вяжет на номере 8. Я бы честно сказать, вот те, кто вяжет туго, вам лучше выбрать 9 номер спиц. Если что касается вот именно этой пряжи. И естественно, те, кто вяжет с накрутом, я 2 раза оборачиваю нить вокруг пальца. Ну, в этом случае здесь никак. Когда вяжете крупной пряжей и на крупном номере спиц, это никак не получается сделать. Ну, может, у кого-то и получается. Я вам покажу 2 рядочка, остальное вы вяжете. Все точно так же. Сейчас мы вяжем лицевую сторону. Там, где у вас кончик, вот сейчас вы начинаете вязать здесь, это у вас лицевая сторона. По крайней мере, в нашем сегодняшнем случае точно. Так, лицевая. Последняя кромочная. Предпоследнюю чуть-чуть подтягиваем посильней. Последняя кромочная, изнаночная, бабушкина изнаночная. Не подкручиваем ее, как при классическом способе. Теперь у нас изнаночная сторона. Нет у нас хвостика. Здесь у нас изнаночка. Конечно же, я объясняю сейчас для тех, кто прям вот учится вязать. Так, вот сейчас мы перевернули первую кромочную, сняли на изнаночной стороне. Сейчас мы что должны сделать? Мы видим, что у нас перед нами изнаночные петли. Вот те, которые с этой стороны лицевые, они вот с этой стороны изнаночные, выглядят вот так. Соответственно, сняли первую кромочную. Как я уже говорила, немножечко подтягиваем, чтобы у нас не был, чтобы кромочная вот эта дорожка, кромка у нас не была сильно расхлябана. Вяжем изнаночные петли. Весь ряд изнаночных петель. Вот то, что видите, то и вяжете. Пряжа фактурная, кто вяжет именно из этой пряжи. Здесь идеальной лицевой глади прям. Ну, никто от вас требовать не будет. Ее вот через эти попурышечки особо никто и не разглядит. Тут никакой другой рисунок вообще не подойдет для такой пряжи. Для такой пряжи только лицевая гладь. Ну, изнаночная гладь еще возможно, либо платочная вязка. Вяжем изнаночную сторону. Поворачиваем потом, когда мы провяжем изнаночную сторону, поворачиваем на лицевую. Увидим лицевые петельки.
За переднюю стеночку вяжем лицевые петли. Потом снова перевернем на изнаночную и снова будем вязать изнаночные петли, вот такие, какие мы вяжем сейчас. Итак, мы вяжем, значит, той длины, которой бы вы хотели, чтобы у вас было изделие. Для этого от 7-го шейного позвонка отмерьте себе, пожалуйста, ту длину, которую бы вы хотели, и вот такой длины вы вяжете спинку. Мы не будем на спинке формировать горловину, поскольку у нас вязка свободная, и так все уляжется как нужно. На передней части мы будем формировать немножко горловину. Да. А сейчас мы вяжем спинку, вот прям вяжем квадрат до самого верха. До самого закрытия. Как закрыть, я покажу. Закрывать будем классическим способом. Мы довязали сейчас изнаночную сторону. То есть последнюю кромочную мы провязали бабушкиной петлей. Снова перешли на лицевую сторону. Первую снимаем, чуть-чуть подтягиваем. Вторую тоже немножко подтянутую провязываем. Далее пошли снова вязать лицевые. И таким образом потом перейдете на изнаночную сторону. Далее опять лицевая, опять изнаночная. И так провязывайте столько сантиметров лицевой глади, сколько вам необходимо. Связала я 70 сантиметров спинки. И сейчас делаем закрытие. Закрытие будем делать классическое. Я помогаю себе крючком обычно при закрытии. Просто так удобнее. Мы то же самое делаем спицами. Видите, сейчас я что-то разбежалась, ничего не объясняю, да? Так, значит, мы снимаем кромочную, провязываем, делаем закрытие на лицевой стороне. Можно и на изнаночной, но тогда изнаночной мы закрываем. Я делаю закрытие сейчас на лицевой. Провязали вторую петлю и кромочную накидываем сверху. Закрытие это оно не очень эластичное, поэтому вот эта петелька немножечко такая должна быть свободненько. Вот как вязали свободненько, вот так же свободненько она должна быть. Далее провязываем следующую лицевой. Снова накидываем предыдущую сверху. Следующую лицевой, предыдущую сверху. И показываю сейчас, как я это делаю крючком. Вот так немножко свободно. То же самое вы делаете, просто крючком удобнее, потому что сразу же можно протягивать вот через эту предыдущую петлю. Продолжаем. Следующую. Провязали лицевой и протягиваем сразу же через предыдущую. Провязали лицевой через предыдущую, лицевой через предыдущую. Еще раз показываю, то же самое делаем мы спицами. Если я ее сейчас найду. Нашла. Вот. Значит, то же самое спицами. Да? Только мы вот эту вот протягиваем через предыдущую. Не вижу смысла. Я просто не вижу смысла, если можно сделать проще, зачем делать сложней. Да? Только вот я немножечко, мне кажется... Нет, вполне нормально. Как сказала уже, делаем свободненько, чтобы нам не стянуть край. Поглядываем, поглядываем. Ну, меня вполне устраивает то, что есть. То есть вы понимаете, что еще под весом рукава, еще рукав будет такой увесистый. Под весом рукава еще у нас все подтянется. Чтобы и не растянулось, вот, но чтобы и стянуто не было. Все, так закрывайте до конца. В конце ряда я вам покажу. Осталось 2 петельки, покажу вам еще раз в конце. И, кстати, крючок нужно, естественно, использовать соответственно размеру спицы. У меня не соответствует. Крючок у меня размера 5, другого у меня нет, но я могу подогнать петельку под размер спицы. Если вы в себе не уверены, берите лучше размер в размер. Так, последнее. Закрываем изнанку. Мы как вяжем, так вот и провязываем их. Протягиваем через предыдущую. Нам эта ниточка уже никуда не пригодится. Оставим ее пока.
Сейчас мы вяжем переднюю часть изделия точно так же, как начали вязать спинку. Вяжем набор, делаем, вяжем резиночку, сколько вы хотите. У меня это всего 4 ряда. Вяжем лицевой глади. Лицевой глади у спинки у меня 70 сантиметров. Сколько связали вы? Вы вяжете столько же, но на сантиметров 6 меньше. Потому что мы будем у передней части формировать горловину. В 6 сантиметрах у меня, посчитаю, сколько рядов у меня, естественно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Будет 10 рядов. Будет 10 рядов, это почти 7 сантиметров.